Всем привет! Привет, мы Наталья И Виктор. и вы на канале Навикемпер. Мы путешествуем по Европе на автодоме. Мы за чаем решили с вами немножко поговорить. И поговорить о том, о чем вы пишете в своих комментариях. Мы благодарим всех подписчиков. Их появилось у нас немало. Мы благодарим всех за комментарии. Нам очень приятно их читать. Некоторые не очень, но мы потом об этом поговорим еще. И первый пунктик – это смысл покупки автодома. Смысл, он огромен. Ты узнаешь мир, ты путешествуешь, потому что мир – это и жизнь, это не только работа. И ты возишь свою комнату всегда с собой. Да, все с нами. И второе, единственное, о чем мы жалеем, о том, что не купили этот автодом раньше. Мы увидели больше, узнали больше. Ты получаешь огромное удовольствие, новые впечатления, новые эмоции. Морально здоровеешь, что ли, я не знаю. Просто эмоции иногда зашкаливают от чего-то нового, интересного. Когда ты путешествуешь, ты хочешь делиться своими эмоциями, а эмоции всегда только положительные. Кстати, не обязательно покупать автодом, да? Путешествия могут быть разные. Кому-то нравится летать на самолетах. 2 часа, и ты на месте. Но ты подвязан к одному отелю, к одному городу. Да, можно взять машину на прокат и где-то в ближайшие округи поездить от отеля. Но мы ездим везде, где нам хочется. Остановились на одном кемпинге, нам не понравилось. Мы сели и уехали на другой кемпинг или в другой город, или в другую страну. Или куда-то в лес. А кому-то нравится путешествовать на велосипеде, и это тоже хорошо. А есть, когда берут на прокат. Мы тоже когда-то хотели, нам рекомендовали попробовать взять в аренду. И мы решили сразу купить. Да, мы посчитали, и у нас на тот момент вышла такая сумма большая, за которую мы на 20 дней сели на самолет и улетели. На Майорку. Да, и на следующее лето решили, да нет, надо не брать в аренду, не тратить лишние деньги, а просто купить свое. И свое – это всегда свое. И теперь мы этому очень рады. Да, и Майорка даже дешевле обошлась, чем аренда автодома была бы. Да, и тем более ты в любой выходной можешь поехать в соседний городок, например, да, к озеру, к реке. Кстати, в ваших комментариях была благодарность и спасибо большое вам за то, что отвечаете. О способе путешествия – это перегон. Перегон автодома из одной страны в другую. Есть сайты, на которых выставляют такие объявления, где нужно перегнать автодом, например, из Германии в Испанию. И человек может путешествовать за маленькую сумму, это бывает от 1 евро даже. Ты, правда, не выбираешь тот маршрут, который тебе нужен. Тебе дают эти 2 страны, и вот за какое-то время установленное ты должен к определенной дате, например, пригнать эту машину в эту страну. И за это время рассчитывай. Ты можешь видеть другие страны, путешествовать. Да, там время дают, например, неделю, и можно за эту неделю там по дороге попутешествовать куда-то. Да, что-то увидеть. Заехать на пляж, в конце концов, искупаться. Ну, такая возможность тоже есть. И это тоже путешествие. Можно начать с этого. Но это есть. Да, есть. Мы сами находили эти сайты. Потому что человек нас спросил, где это можно найти. Мы нашли сайт, ему перенаправили. Он очень обрадовался, кстати. Мы знали, что это есть, но сами не пользовались. А некоторые даже не знают, что такое существует. И они с удовольствием хотели бы попробовать. Мы часто стоим на кемпингах, также и в диких местах. Страны, в которых можно свободно становиться... Больше возможностей становиться в диких местах. Это Финляндия, Норвегия, Швеция. И мы эту возможность не упускаем никогда, когда находимся в этих странах. Норвегия – это вообще просто любовь. Поедем еще обязательно. Смотрите наши ролики из Норвегии, это тоже здорово. Да, и тратить деньги на путешествия нам совсем не жалко, потому что ты тратишь деньги на себя, на свое удовольствие. Почему должно быть жалко? Был комментарий насчет траты денег для того, чтобы включать, на что мы потратили, где потратили. Если это все включать в один ролик, то он получится очень длинным, потому... Смотрите лучше... Да, предыдущие ролики, а потом отчет по финансам. Да, в них, как правило, все есть. Также мы комментируем цены нередко. Были вопросы политического характера.
Но мы канал о путешествиях, и эту тему поднимать не будем и комментировать. Ваши замечания не будем, тем более есть замечания не очень добрые. Поэтому, пожалуйста, давайте будем взаимовежливыми. И если о путешествиях, будем писать и говорить только о путешествиях. Делитесь своими путешествиями, своими точками какими-то красивыми. Мы тоже смотрим другие каналы, других блогеров. И бывало такое, что ездили как раз в те места, где были другие. Еще один вопрос. Как вас пустили в Европу? Я не знаю, это со злостью вопрос был или просто из спортивного интереса. Но мы живем в Германии законно. Витя живет уже почти 31 год, я немножко меньше, поэтому все в порядке. Как-то пустили. Да, как-то пустили. Имея кемпер, сталкиваешься с ремонтом этого кемпера внутри или снаружи. И в роликах иногда Витя упоминает об этом. Есть вопросы именно по техническим каким-то моментам. И Витя всегда поможет, всегда подскажет. Да, если я это уже делал. А Витя много делает, на самом деле, и умеет. Поэтому все Если это бесплатно. Да. Некоторые блогеры зарабатывают на этом, но мы с удовольствием подсказываем по то, что вопросу знаем. с москитной сеткой человек написал: привет, Сергей. Как смог, ему снял небольшое видео. Пока ехали, остановились у KFC, перекусили. Я, наверное, час потратил, чтобы это все как-то заснять да сляпать. Надеюсь, он разберется в этом. Если нет, то может, конечно, написать опять. Да, потому что сам, когда сталкивался впервые с этой проблемой и доходил до всего сам, наверное, приятно было, если кто-то тебе подсказал. Поэтому чем можем, тем поможем. Ну, вообще всегда приятно, когда тебя о чем-то спрашивают, и ты можешь чем-то поделиться, какими-то своими знаниями и умениями. Еще вопрос о работе был. Со стороны кажется, что мы только путешествуем. На самом деле нет. Мы оба работаем. У нас всего 30 дней в году отпуск. Мы его разбиваем в году там по 2-3 недели. Стараемся захватить выходные или праздничные дни и присоединить к основным дням отпуска. И кроме того, в выходные мы можем в пятницу сесть после работы и уехать на 3 дня выходных недалеко, в соседний городок, к реке, к озеру. То есть мы ищем возможности отдыхать на нашем автодоме. Да, с нами иногда путешествует мой брат. Они тоже фанаты такого отдыха. Надеемся, скоро будем вместе ездить. На 2 автодомах. По-моему, наш прибор не помогает. Да. Купили приборчик, такой дымок идет, он нагрелся. А комары все равно есть. Должен отпугивать комаров, но почему-то... В радиусе 30 метров. Но что-то не здесь очень очень напугивает много. Ну ладно. Давай, покрути. Ну, воняет чем-то. Да, и наш канал молодой. И, в общем-то, делали мы его для чего? Вообще делали для себя. Кроме того, я не совсем была согласна с предложением Вити начать снимать для канала. Потому что я говорила, я хочу просто ездить, я хочу просто смотреть, отдыхать. Ты понимаешь, что это работа, это какие-то остановки, съемки и так далее. Но, Да, наверное, монтаж. через год, через 2, у нас год только, чуть-чуть больше года нашему каналу. Время на монтаж, а еще есть основная работа, а еще есть какие-то дела, как у всех, да. И поэтому мы путешествовали на автодоме, но на канал я не сильно соглашалась, ну не сразу. И вот только год назад Витя еще раз говорит, ну давай. Я говорю, ну давай. И вот сделали. Ну что получается, то получается. Во всяком случае, это для нас. Мы не профессионалы, но стараемся как можем. Да, надеемся, вам нравится. Никаких обучений по видеомонтажу мы не проходили. Учимся постепенно методом тыка. Иногда смотрим кое-какие ролики. Подсматриваем, подслушиваем у других блогеров, которые занимаются этим уже давно. Некоторые даже нас приглашали, а давайте вот где-нибудь встретимся. Куда вы едете там следующий свой отпуск. Но это не всегда. Поехать куда-то. Да, но не всегда совпадают отпуска, да, и количество дней. У каждого свои планы, тем более это даже не родственники, а совершенно посторонние люди. Мы не против общения, да. С удовольствием поехали бы. Ну, либо у них с нами не совпадают, либо у нас с ними, постоянно вот так вот. Позавчера сняли на кемпинге рил про то, что мы забыли закрыть кран серой воды.
Просто так получилось. Я заливал воду и одновременно сливал серую воду. В положенном месте. Так как напор воды был слабый, мы оставили его, серую воду, стекать до конца, там последние капли. Ну и пока воду залил, забыл про этот кран серой воды. Отъехали, встали на место. На следующее утро Наталья вышла, говорит, наверное, дождь был, что-то под автодомом. Лужица небольшая, и мы даже не взяли в счет, что может быть что-то другое, кроме дождя. Да, и пока собрались, вышли на улицу, хотели посмотреть на озеро, и к нам подошли два сотрудника этого кемпинга, говорят, у вас там что-то бежит. Я открыл люк, смотрю, кран забыл закрыть. А тут женщина вот пошла, на вас пожаловалась, говорит, у вас там что-то течет. Это было сделано не специально, потому как мы сливаемся и делаем весь сервис всегда в отведенных местах. Да, ну есть люди, которые по-другому реагируют на это все и с каким-то злом, как Сказали, будто мы если поедете в другую портим страну, природу еще там засрете нарочно. всё. Да, на самом деле это не так. Ну, конечно, кемпер кемперу рознь. Один за собой мусор убирает, а другой может весь мусор оставить. Хотя я думаю, что таких мало. Да, в скольких местах, во многих местах мы уже были. Как правило, везде чисто, ухожено. И Даже каждый если свой- старенькая, то Каждый чисто. свой мусор с собой забирает. Видели, конечно, что подъезжали, просто так сливали серую воду. Да, было где-то. Ну и на этом, наверное, будем заканчивать этот ролик. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии добрые. Всего хорошего. Добра вам всем. Пока. Пока.